Итак, возвращаясь к часто задаваемым вопросам. Не только сейчас. Эти вопросы приходили ко мне и раньше, и много лет назад. Многих людей, занимающихся практикой, интересует, насколько сочетается наша практика и секс. Можно ли сочетать? Нельзя ли сочетать? Насколько секс энергоемок в нашей практике? Я решил ответить на это, скажем так, исчерпывающим образом, насколько получится. Ну, во-первых, это же вопрос непростой. Вот попытаюсь вам описать эту ситуацию. Когда, например, человек пытается воздерживаться от любой сексуальной активности, практикует, предается аскезе, как раньше говорили. Что происходит на самом деле? С одной стороны, он как бы накапливает какие-то силы и энергии в своем теле, в своем существе. А с другой стороны, то, что он накапливает, оно не все, но какая-то часть пребывает в неподвижности. И вот здесь происходит что-то нехорошее. И я уверен, что многие это замечали. Вот эта неподвижная энергия, которая входит и никуда больше не расходуется, она через какое-то время портится. Она как будто скисает. И, например, такой вот юноша, молодой человек или девушка встречает лицо противоположного пола, и между ними вспыхивает страсть. И вот здесь происходит удивительная вещь. Вот эта вот неподвижная энергия, которая в нем застоялась, начинает выходить. А что происходит, когда из него начинает, из этого существа начинает выходить эта застоявшаяся энергия? Она освобождает место для другой энергии. Ведь почему у нас вот так все как-то странно? Когда у нас внутри энергия остановилась, накопилась и стоит, другая свежая энергия не может войти в нас. А если человек, например, резко начнет тратить эту энергию, пусть даже, почему даже, прекрасно, занимаясь сексом, эта энергия из него выйдет, в него войдет свежая энергия, и первое, что он почувствует, это приток свежей энергии. И отсюда возникает такое впечатление: как же так? Я потратил кучу энергии, занимаясь сексом, а в результате я не чувствую себя истощенным, а я чувствую наоборот, что в меня влилось много свежих сил. Вот, собственно, об этом и речь. Потому что мы выгнали старую, скисшую энергию и впустили в себя новую, свежую. Вот так мы это переживаем. А вот потом происходит, когда отношения между этими двумя людьми становятся, ну скажем так, более регулярными,
И не только регулярными, а начинают включать в себя еще и психологический компонент. То есть возникает привязанность, зависимость друг от друга. И тут постепенно начинает накапливаться то, что мы называем истощение. То есть сначала мы получаем свежую энергию, а потом мы замечаем, что энергии со временем мы начинаем отдавать все больше и больше, а получать все меньше и меньше. То есть радость, сексуальная близость приносит меньше, а забирает энергии больше. Вот такая вот удивительная динамика. То есть мы должны понимать это все вот в таком в процессе, в диалектике, если хотите. Поэтому дело не в том, занимаемся мы сексом, не занимаемся мы сексом. Не это главное. Сексом можно заниматься безупречно. Главное, насколько мы испытываем вот это самое, приходит к нам истощение энергетическое или нет. Насколько мы озабочены отношением с другим человеком, с которым у нас такие близкие отношения. Если мы по-настоящему озабочены, а это неминуемо, ну или в большинстве случаев это неминуемо, наступает момент озабоченности. И вот эта озабоченность и вытягивает 80-90% энергии из нас. Привязанность, возникшая, озабоченность этими отношениями, мы делаем их самым важным в нашей жизни. Вот это все в конечном итоге в какой-то момент ведет к тому, что энергия уходит. То есть теоретически мы можем заниматься сексом, сохраняя безупречность, потому что сам секс, сам по себе, много энергии, очень много энергии не забирает. Ну, я не буду там вдаваться в то, что мужское семя является квинтэссенцией его энергии и так далее. Это все верно. Для мужчин это больше, чем для женщин, более энергоемкое занятие. Но все равно, даже учитывая все эти биофизические факторы, все равно мы можем это себе позволить. Но нет, этого же не хватает. Мы включаемся в эти сложные отношения. Мы включаемся в отношения с человеком противоположного пола. И вот эти отношения становятся все более и более выматывающими, все более сложными. Значит, либо мы должны научиться так себя вести, чтобы наши отношения оставались на безупречном уровне, либо придерживаться воздержания, то есть брахмачари. Это уже каждый решает для себя сам. Ну вот, наверное, главное, что я хотел сказать по поводу секса. То есть он приносит нам сначала свежую энергию, а потом начинает забирать, но не за счет самого секса, да, вы поняли, а за счет вот этих самых нашей психологической вовлеченности нашего сознания в этот процесс объединения двух существ в одно. Найдите в себе способ сохранить свою осознанность, занимаясь любовью.
Если это получится, большая часть энергии останется у вас. Вот единственный совет, который я могу вам дать. Спасибо за внимание.